Осенью 1833 года Александр Сергеевич Пушкин написал поэму «Медный всадник». Сюжетом для поэмы послужили устные рассказы, предания, письменные свидетельства об одном из самых страшных наводнений петербургских, которое случилось в начале ноября 1824 года. Вот как Пушкин описывает эти события. Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые. На звере мраморным верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Вкруг него вода и больше ничего, и обращен к нему спиною в неколебимой вышине над возмущенную Невою стоит с простертую рукою кумир на бронзовом коне. И вот к медному всаднику мы сейчас с вами и отправимся. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел. Так начинает Пушкин свою поэму. И в черновых редакциях вместо безымянного «он», отмеченного Пушкиным курсивом, было «Великий Петр», «Великий царь». Но это безымянность свидетельствовала о том, что перед Пушкиным предстал не конкретный исторический персонаж, а земное божество, как называл его Ломоносов, небожитель, творец мира. Однако в поэме «Творец мира» державец полумира постепенно превращается из создателя новой вселенной, новой цивилизации, превращается в идола, кумира на бронзовом коне. Таким образом, в поэме миф креативный, миф о начале мира, о творении соединяется с мифом о его конце. А медный всадник из памятника великому царю превращается в всадника бледного, всадника по имени Смерть из Апокалипсиса. «Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия». Так начинается в поэме тема империи. Империи, которая является воплощением замысла основателя города. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно. И этот исторический замысел вдохновляет Пушкина на гимн городу. «Люблю тебя, Петра, творенья, люблю твой строгий, стройный вид. Невы — державное течение, береговой ее гранит». Но гранит этот оказывается вовсе не лоном реки Невы, а той силой, которая пытается сдерживать природную стихию. И здесь же, в Петербурге, живет маленький Евгений со своими маленькими и вполне человеческими мечтами о семейном счастье. И вот этот конфликт исторической судьбы империи и судьбы маленького человека, которым империя пренебрегает, оказывается главным конфликтом поэмы. А участником этого конфликта становится природная стихия, которую, как ему казалось, одолел и сковал Петр Великий. В поэме «Медный всадник» два главных героя. Петр Великий, превращающийся во всадника медного, и бедный Евгений. Вот как его характеризует Пушкин. «Наш герой живет в Коломне, где-то служит, дичится знатных и не тужит ни о почующей родне, ни о забытой старине». За этой характеристикой скрывается одна очень ясная мысль. Евгений не озабочен историческим существованием государства российского, его не очень занимает то, что перед новой столицей померкла старая Москва. Его занимает собственное существование. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь. О чем мечтает этот герой?
Он мечтает о простом человеческом счастье. Жениться мне? Зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Но что ж, я молод и здоров, трудиться день и ночь готов. Уж кое-как себе устрою приют смиренный и простой, и в нем парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой, местечко получу, параше, приполучу семейство наше и воспитание ребят. И станем жить и так до гроба, рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Любопытно, что этот отрывок говорит о том, что бедный Евгений мечтает о простом и ясном человеческом счастье, о продлении себя во времени, точно так же, как Петр Великий мечтает о том, чтобы этот город стоял здесь вечно, стоял назло надменному соседу, стоял для того, чтобы принимать гостей, чтобы здесь цвела культура и искусство. Но бедный Евгений не задумывается о таких вещах. Его волнует простое, человеческое, семейное счастье. И этот конфликт разрешается трагически, потому что история не замечает маленького человека, а маленький человек думает, что он вполне может просуществовать вне истории. Но конфликт, заложенный Петром в основание города, конфликт человеческой воли и природы, это конфликт, которого бедному Евгению миновать не удается. Природная стихия обрушивает свою силу на его маленькие человеческие мечты. Строитель чудотворный города Петр Великий смотрел в историческую перспективу и мыслил свой город столицей мира. Все флаги в гости будут к нам. Бедный Евгений мыслил в будущем свое маленькое семейное счастье. Но ни тот, ни другой не замечали еще одного героя, героя истории и героя поэмы. Это Неву. Нева всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури. Нева вздувалась и ревела, котлом клочась, клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась. Нева превращается в живое существо, одухотворенное, стихийное, безудержное и потому опасное как великому городу, так и его маленькому жителю Евгению. Небрежение законами природы приводит к тому, о чем пишет Пушкин. Народ зрит Божий гнев и казни ждет. И природная стихия обрушивает свои силы на маленького человека. В Невских волнах во время наводнения гибнет и Параша, ее мать, и маленький дом, и счастье бедного Евгения. И это доводит его до состояния безумия. Он шатается по городу, напоминая нам юродивого. Он теряет свой дом, теряет приют, над ним смеются дети, и через некоторое время он опять встречается с медным всадником. Медным всадником, который теперь становится не символом творческой воли, а символом человеческого произвола, человеческой гордыни, и превращается в кумира на бронзовом коне, в идола. И к этому идолу подходит Евгений, прояснились в нем страшно мысли. Ужо тебе, строитель чудотворный. Этот вызов маленького человека грозит в будущем великими потрясениями. И черная злоба, которая кипит в его груди, как потом скажет о революционных матросах Блок, предвещает трагические события будущего. Обуянной силой черной Евгений оказывается равен природной стихии, которая, взбунтовавшись, бросается, как зверь, на творение Петра Великого. Именно это равенство маленького человека природе
вызывает возмущение медного истукана, который гонит его по улицам и площадям Петербурга. И с этой минуты безумие оказывается проклятием великого города. Безумны герои Гоголя, безумен Раскольников Достоевского. И это раздвоение разума, порядка, человеческой воли и произвола станет определяющей чертой петербургского текста.